Мы изучили мнение многих студентов бакалавриата и магистратуры МГУ и решили поделиться, что же на самом деле стоит ожидать от главного вуза страны. Этот материал основан на субъективных мнениях и не является инструкцией или рекомендацией к поступлению или выбору вуза. МГУ всегда считался чем-то величественным, и до сих пор Московский государственный университет – это чуть ли не синоним к слову «престиж». Когда-то МГУ действительно был одним из лучших, но то, что происходит в этих стенах сейчас, восторга не вызывает. Несмотря на лидирующие позиции в рейтингах, в том числе и мировых, МГУ сейчас – это лишь статус. Как и корка, полученная после учебы. То есть иметь диплом МГУ по-прежнему престижно, но является ли его обладатель действительно высокопрофессиональным специалистом – это вопрос. А также вопрос, является ли выпускник вуза психически уравновешенным. Потому что то, через что проходят студенты университета, можно назвать самым страшным сном. Начнем с главного, с самого образовательного процесса. Несмотря на то, что вуз обладает действительно сильным преподавательским составом, большая часть преподавателей – пожилые профессора. Они, безусловно, отлично знают свой предмет, но преподают его, как и преподавали много лет назад. Но времена меняются. В каждой сфере деятельности также появляется необходимость использовать различные инструменты и внедрять новые технологии. Но наши преподаватели-пенсионеры не застали времен, когда в их сфере деятельности появлялись бы какие-то нововведения. Они продолжают гнуть свою линию касательно подачи материала. Многие студенты жалуются, что преподаватели выступают только в роли лекторов. Они просто читают свой материал и не более. Никаких дискуссий, дебатов, практических знаний и кейсов. Зачастую студенты либо не ходят на лекции, либо спят на них, либо занимаются своими делами. Более того, по словам учащихся и бывших студентов, преподаватели могут себе позволить и вовсе не появляться на лекции и никого об этом не предупреждать. Так, некоторые студенты тратят по несколько часов на дорогу зря. Беда в вузе не только с образовательным процессом, но и с организацией в целом. Если студенту необходимо получить ту или иную справку, то он будет делать это очень долго, так как сотрудники вуза чаще находятся на обеде, чем на рабочем месте. Главное здание МГУ – один из символов России. Его могут узнать даже иностранцы. Здание красивое, пусть и старое, величественное и привлекает взгляды. Многие абитуриенты, глядя на здание МГУ, только и грезят о том, как начнут там учиться. Но когда их мечта сбывается, они разочаровываются. Ведь существуют и другие здания университета, и то, что находится внутри, оставляет желать лучшего. Ремонт вуз не видел долгие годы. Где-то находятся старые парты, на студентов сыпется штукатурка с потолка, лифты и вовсе в аварийном состоянии. Но совсем отказаться от них сложно. Не каждый может позволить себе ежедневно подниматься на 17-18 этажи. Общежитие по всем законам жанра. Со старыми матрасами, тараканами и коридорами, похожими на больничные. Аудитории, особенно лекционные, не отапливаются или отапливаются слабо. Студенты в холодное время года сидят на лекциях в куртках. Если вы поступили в МГУ, уважение к вам сотрудники и преподаватели будут проявлять только в том случае, если вы а. являетесь родственником кого-то из сотрудников вуза, то есть блатные, и б. дни и ночи проводите в библиотеке за книгами, то есть ботан. На бюджет поступить реально, но точно так же реально с него вылететь. Студенты, которые не смогли, либо лишаются стипендии, которая и так в принципе мизерная, около 3000 рублей в месяц. Благодаря преподавателям, которые заваливают и отправляют на пересдачу с комиссией. Либо эти же студенты забирают документы самостоятельно. Такое уж к ним отношение. И не каждый может его вытерпеть психологически. Конечно, встречаются и адекватные преподаватели, но это редкость. Студенты рассказывают, что преподаватели часто используют неприятные и грубые фразы касательно умственных способностей и личных качеств учащихся, совершенно не стесняясь. Увы, но случаются не только оскорбления, но и угрозы, когда преподаватели внушают студентам страх быть отчисленным. Что же касается столовой МГУ и еды, то тут мнения разнятся.
Кто-то нахваливает и еду, и цены, и сам сервис некоторых столовых, но они, вероятно, не были в тех, где происходит хаос. Цены на простенький обед такие же, как и в ресторанах, где можно взять себе приличный бизнес-ланч. Перемены в университете небольшие, за это время не удается сбегать в ближайший торговый центр или ресторанный дворик. Поэтому некоторые студенты вынуждены давиться булочками и шоколадными батончиками, потому что хватает только на них, либо брать с собой еду. По поводу одной из столовых также ходят слухи, что там выдают не до конца мытую посуду, и что в самом помещении бегают даже не тараканы, а крысы. Ну, мы же знаем с вами, что это слухи. Студенты стараются найти положительные моменты, но все же оказывается, что на каждом факультете есть свои косячки, которые перекрывают все положительное. Так, например, на филологическом факультете очень слабый английский язык, несмотря на то, что кафедра английского языка довольно сильная. Почему-то считается, что филологам знать английский не обязательно, родного достаточно. На факультете языков не предоставляют права выбора второго языка. Все происходит рандомно, и как по какой-то лотерее поменяться тоже ни с кем нельзя. На факультетах, где ключевой практикой является программирование, нет доступа к необходимым программам. Большинство студентов вынуждены посещать дополнительные курсы, чтобы обучиться своей специальности. На факультетах, где преподается биология, не по специальности, преподают ее на школьном уровне, при этом заваливая студентов на сессиях. На мехмате очень сильная математика, но, по словам студентов, сильная только она. Преподавание остальных предметов ни о чем. Конечно, плюсы и минусы может иметь любое учебное заведение, даже и самое топовое. Но их масштабность может быть разной. И иногда минусы просто затмевают все положительные моменты. Любой студент, который поступает на бюджет в топовый вуз страны, и особенно студент, который платит ежегодно от 250 тысяч рублей, ожидает получить максимум от учебы. Интересные и полезные лекции, практические занятия, понимающих и мотивирующих преподавателей, комфортные для обучения условия. Но за эту сумму они получают только диплом, без знаний и полный набор психических расстройств.